Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Зимой нам хочется поскорее весны, весной лето, летом думаем об осени, осенью ждем снега, мороза, Нового года, настоящей зимы, а зимой ждем весну. А мне хочется поработать с тканью разного цвета. Не хочу теряться в сомнениях, выбирать один из 100 вариантов. Все они прекрасны, без исключения. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Для одной коробочки приготовим 2 цветных квадрата размером 35 на 35 сантиметров. Это наши российские ткани – бязь, ситец, перкаль. Один из квадратов укрепим клеевым флизелином. Сложим 2 детали вместе лицом к лицу. Чтобы ничего не смещалось, сразу же зацепим их иголочками. И надо прошить эти заготовки по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. Подготовленные детали надо вывернуть, проутюжить и отстрочить по краю на 1 мм. Концы ниток связываем между собой, вставим в иголку и спрячем в ткани. С полученными двухсторонними квадратами работать очень просто. Вы, конечно, понимаете, что я не смогла определиться, какой цветовой вариант мне больше нравится, поэтому делаю сразу 3. Деталь сгибаем по диагонали, совмещаем верхние углы. Можно сразу заколоть булавкой. А дальше этот треугольник делим на 3 части. Можно просто свернуть, подогнуть острые углы. Отмечаем места сгибов и прокладываем строчку. Вот здесь надо обязательно делать закрепки, иначе все развалится и расползется. Естественно, экономим нитки, время и нервы. Шьем сразу все заготовки, одну за другой, гирляндой. На каждой детали по 2 шва. И готовы 3 кармашка. У центральной части отгибаем вниз верхние углы, фиксируем их булавкой. У швейной машинки убираем широкую платформу, чтобы нам было удобно прошивать узкие места. Строчку прокладываем в 1,5 сантиметрах от края. Обратите внимание, закрепок мы здесь не делаем. Оставляем длинные концы ниток. Потом мы их все уводим наизнанку, связываем между собой, вставляем в иглу и прячем в ткани. Видите, какой симпатичный центральный карман у нас получился. Сейчас будем формировать боковые. Для этого отшитые треугольники расправляем, угол подтягиваем наверх, все складки и швы разглаживаем. Боковые углы
направляем к центру и фиксируем просто иголкой с ниткой. Пришиваем их к основе. Делаем так с обеих сторон. Получаются очень симпатичные конвертики. А сейчас их надо вывернуть. Тщательно расправим все уголочки. Приступим к формированию донышка. Для этого от угла по центральному шву отложим 2 сантиметра и от этой точки проведем перпендикулярную строчку. Так прошьем оба угла. Готовые сумочки остается только вывернуть и придать им форму. На боковых кармашках уголки отвернем вниз. Получились очень интересные текстильные коробочки-органайзеры. Но нам ведь этого мало. Душа просит праздника. Шампанское в студию. Ой, нет, это из другой передачи. Ленточки, кружавчики, бусинки. Такое богатство. Естественно, будем смотреть и выбирать то, что нам надо, а что не надо. Везде должно быть чувство меры. Кружевные фрагменты у меня разные. Хорошо, когда есть выбор. А вообще, декором может стать красивая пуговица, розочка из ленты. Можно красиво нашить бисер и бусины. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Я дала вам идею. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А теперь сделаем завязки, ведь эти изящные японские сумочки можно носить с собой. В качестве завязок будем использовать атласные ленты. Отрежем нужную длину, срезы опалим над огнем. Потом при помощи вязального крючка проденем ленту в верхний край. Помните, мы там делали строчку? Вставляем по очереди 2 ленты навстречу друг другу. Концы лент завязываем в узел. Если одновременно потянуть за обе ленты, то сумочка закроется. И ее удобно носить на запястье, придерживая вот этот кулечек ладонью. Такие японские складные сумочки оригами можно носить с собой, хранить в них необходимые мелочи, ключи, телефон, конфетки, бумажные платочки, помаду, пудреницу. Ну, вы догадываетесь, что еще девушки носят в сумочках. А можно использовать как органайзер для рукодельницы и держать на рабочем столе. Или упаковать в такой мешочек милый подарок. Если не полениться и добавить больше декора, то получится милая театральная сумочка. Я дала вам идею. А теперь пойду сделаю паузу. Чай попью с конфетками, пока их дети не нашли. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!